Заметил все-таки, что в палатке было поприятнее. Идет пар со рта. А это, по моим подсчетам, температура около плюс 10 градусов. Ну все, я собрался, на часах 8:30 и весь мусор убрал. Друзья, убирайте за собой, оставляйте поляны чистыми и место ночлега желательно не хуже, а только лучше. Вынужден признать, что ходить в таких местах стрёмно. Справа от меня Днестр уже достаточно мощный стал. Вот видно, возможно видно издалека какой широкий. А стрёмно, потому что запах такой был. Я не знаю, это моча или нет. Навозом точно не пахло. Где-то я слышал видео, что медведь метит территорию тоже он. Точно. Такое неоднозначное ощущение. Я, пожалуй, здесь фотку сделаю. В общем, решил записать свои страхи. Что, страшно ли мне? Да, чутка страшно. Хотя причин особо для того нету, но тем не менее. Людей здесь вообще нету. Там хутор, 3 дома, скорее всего. Там далеко село и до Днестрика еще далеко. Дорога шла раньше вон там основная, внизу. Вон там в поле. А это нарезали недавно, мне местные жители сказали. Я решил поверху идти, чтобы не мочить свои кроссовки, иначе мавзолей мне не миновать. Мишо! 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 А что делать? На самом деле это все не страшно, пока дома смотришь, как другие лазят по лесу. Миша, Миша. А вот так заходишь в жопу, где людей не видишь уже со вчерашнего вечера. Миша. То тут становишься резко честным сам с собой. Слева от меня, недалеко, километров, наверное, 10, польская граница, кстати. Это вот верховье Днестра начинается в таком месте. Места, конечно, если охота побыть одному, то это точно сюда. Прикарпатье, истоки реки Днестр. А вот посмотрите, какое интересное наблюдение. Поперек дороги бежит этот родничок. И вот как человек с природой договорились, чтобы этот родник, а он все равно был, есть и будет, не размывал дорогу, они ему сделали такой канал. 2 бревнышка сцепили скобами металлическими. Все, он бежит своим путем. Виадук или акведук, не помню, как правильно это можно назвать, и не мешает дороге. Всего 25 километров от истока, посмотрите, во что превратился Днестр. Это полноводная река, блин. Конечно, сплавляться по ней еще рано, но мне ее перейти нужно. Вот я шел оттуда, и мне нужно на ту сторону. Это село Днестрик. Я не знаю, как быть, честно. Мне кажется, там воды уже по пояс. Вот в этом месте так точно. Река заставила себя уже уважать. Решил я обойти левой стороной.
не тот ручеек, который вчера я еще видел. Очень быстро набирает мощь. В него, пока я шел, впадало очень много мелких, побольше ручейков. И вот через 20-25 километров река стала такой, какой вы ее видите. Отдал смартфон в этом замечательном доме на зарядку. Это мне очень важно. Оставалось там 30%. И я решил воспользоваться тем временем, пока оно будет заряжаться, все это дело. Вот поставил здесь печку щепочницу. Ну все, уборщик сварился у меня. И Таня еще угостила такой, значит, пицца такая вот, как, ну это с бульбой. А вот мой борщ. Красный и очень-очень вкусный. Иду дальше. А справа от меня шумит Днестр. Татьяна, которая вот здесь, где я обедал у них, угощала мне там сметаной к борщу и так далее, сказала, что действительно медведь шатается где-то рядом. Люди видели. Такое отношение к реке, к сожалению, я тоже наблюдаю. Люди просто бросают пакеты и мусор в реку. Кстати, вода в Днестре на прозрачность стала чище. Видимо, что когда идет дождь, смывается интенсивно с дорог вся вот эта глина, и она мутная становится. Сейчас прошел, она стала более чистая. Соответственно, через 2 дня, когда я дойду к Самбору, она будет кристально чистая. Это радует. Хочу увидеть прозрачную воду под собой. Ну, можете себе представить, насколько Днестр теперь вырастет. Это левый приток Днестра, река Мшанец. А вон Днестр, буквально 50 метров. А это та сторона, откуда Мшанец вытекает. Вынужден признать, что зря я каяк не взял сюда. Сразу за впадением реки Мшанец, это село Шляхетское, Днестр выглядит примерно вот так. Обалдеть. Ну, конечно, я понимаю, что это не всегда так. Это благодаря тому, что дожди шли, уровень поднялся. Напомню, на дворе 22 июня. Эх, знал бы. А вот, собственно, все, что растет на огородах у местных. А то мне все время говорили, в Карпатах ничего не выращивают. Все растет. И бульба, и свекла, и лук, чернозем хороший. Обычно все растет. Все, что и у нас, кукуруза, все, что хочешь. И вон Днестр сразу за огородом. Там сенокос чей-то. А вот и первые рыбаки пошли на Днестре. Вот так он за 2 дня разросся. Это мост за деревней Гвоздец. И вот так Днестр выглядит здесь. Все шире и шире становится. А это с другой стороны. Обыкновенная полноводная речка.
Слева и справа борщевик, а вот по центру у кого-то огород. Я вообще не представляю, как люди не боятся заходить туда. Какой-то кошмар. Все поросло. Спросил мужичка он того на Жигулях. Сказал, 7 лет назад не было этого. За 7 лет так заросло. Та же самая история. Справа борщевик. По центру кто-то пытался сделать огород. Слева снова борщевик. И так вон туда до самого поворота. Село Стрелки. Здесь уже железная дорога. И Днестр все шире и шире становится. Кстати, непогода началась. Пошел дождь. Не хотелось бы мне вымокнуть. Я оделся вот так вот. Пончо-тент. Закрыв себя и рюкзак. Поэтому более-менее себя чувствую. Но все равно сырость. Видно Днестр возле Спаса. Широкий очень стал Днестр. И, собственно, он похож вот как к самой верхней точке Десна. Единственное отличие, дно в Десне песчаное, здесь каменистое. Конечно, если уровень воды будет чуть ниже, там об камни можно всю лодку попортить. А так-то, конечно, да, полноценная река. Ставь лодку и греби. Поднимаюсь на Спасский камень. По информации для туристов, следует, что до него 2,5 километра. С моими мозолями это час пути. Лесники решили устроить туристам бег с препятствиями. Вот уже поднимаюсь 100 метров где-то. Через каждые 50 вот такая ель завалена. Вот там впереди снова. И дальше еще и еще. Ох, вымотался я. Честно. Мозоли понатирал, чувствую. Спасает то, что завтра все-таки я должен оказаться в Самборе, забрать свой каяк. Вот снова. Выдают. Да. Это место, судя по постройкам, должно было кипеть туристами. А судя по заросшей траве, видимо, не очень-то кипит. Шляхами князя Лева. Так, ребятки. Ну что, я добрался. Жаль, деревья закрывают общий вид. Возможно, видно в кадре или нет. Вот они камни. Общая длина комплекса 80 метров. Высота наибольшего из них 24. Формы такие интересные. Как будто их
Морской волной лизал. Давно здесь стоят, видимо, дождями обмывало. Вот оттуда я поднимаюсь. Вау, вот это вид. За поворот только вышел. Класс, высокий какой. А вот это точно чудо. Какая глыба, махина сумасшедшая стоит. Вот такой вот пяткой. Площадью меньше, чем сам камень. И под углом порядка 40 градусов. Вот это, конечно, фокус. Палатку я точно внизу ставить не буду. А здесь такие шикарные камни, вид хороший. В общем-то, решил ставиться прямо на горе. Но это единственное место, абсолютно единственное ровное место, где можно поставить палатку. Надеюсь, не будет ночью молнии и грозы. Иначе я выхвачу удовольствие. Потому что это высокая точка на самом деле. Вот это место. Оставляю вот так вот свой лагерь, пончо сушится, это палатка, и попытаюсь поискать воду там за камнями внизу. Вот и вода. Замечательно. Я с водой. Отлично. Сейчас поставлю чай. Сделаю бутылки. Припер каких-то мух с родника. Сотни, наверное. Буду их выкуривать дымом. Они, конечно, вреда никакого, но достают. На ужин у меня, как говорится, что Бог послал. А послал Он такие замечательные хлебцы, сыр и манго. Манго. Губа не дура. Авокадо. И его, как оказалось, удобно есть ложкой. Да. Он как раз поспел, пока его таскал. И руки чистые. Зашумела вода. Закипит, поставлю. Засыплю чай черный. И на боковую. Классная погода. Тихо. И вид шикарный, честно. Подобные камни я уже видел. Есть такой писаный камень по дороге между Косев и Верховина. Точно такие похожие камни есть. Правда, они пониже. Здесь очень высокие. Все, закипает вода. О! Быстро. Так. Чайку сюда. В одно лицо. Все это можно снимать. Ну, а здесь можно, в принципе, для поддержания антуража, так сказать, подбросить, чтобы живой огонь присутствовал. Хорошо, хорошо-то как, поди. Ну что, приятного мне аппетита. Вот так вот заканчивается мой второй день. Все, пожалуй, на сегодня. Заканчиваю свой ужин, пью чай и буду отбиваться пораньше.